Офигеть тут его. Друзья, всех приветствуем! Вы на канале Ипатыч и Михалыч. Всем привет! И настал тот день, когда мы пришли разбирать балаган. Нам нужен тент, чтобы закрыть фронтоны хотя бы временно, чтобы снег не залетал вовнутрь. Да и, собственно, чтобы тепла было больше. И что попило не сдувало. Что попило не сдувало. Вот это, собственно, сам балаган, для тех, кто не знает. Это временное наше убежище было на все лето. Мы жили в нем, когда строили избу. Тут уже все обустроили. Здесь есть козлы, есть стол, скамейки. Собственно, место под костровище. Все уже заметено, но оно есть. Возле избы мы еще конкретно вот так вот не обустроились. Но в скором времени это будет. И вот сегодня вот этого всего в принципе быть не должно. Не, ну вот это оставим. Скамейки и стол оставим пока. Ну, хотелось бы, чтобы их здесь не было, конечно, но не суть. Сегодня полностью этого сооружения тут не будет. Так что все, друзья, это последний вид, можно сказать, балагана. И мы с вами им будем наслаждаться, да. Давайте по традиции щелкнем, но после щелчка продолжим его разбирать. И хотелось бы еще сказать о нем, как-то я заговаривался, заикался, что рассказать о преимуществах этого балагана, о преимуществах и недостатках. Вот, собственно, в этом видео я это сделаю. Погнали, друзья, погнали. Друзья, я сейчас щелкну по традиции. И, собственно, ничего этого уже здесь не будет. Погнали. Ну и вот так вот. Все замело. А внутри, ну внутри тоже есть снег в этот раз. В прошлый раз, когда мы сюда заходили, здесь снега не было. Да, запах балагана. Тут у нас все. А где у меня нож? Вон, Весь заржавел, да? Бабочки, нифига себе, смотри, бабочки. Где? Откуда-то взялись-то? Да они, блин, бабочки, смотрите, реально. Просто не смогли вылететь. А это уже и не бабочки вовсе, Мишань. Мумии? Это не мумии, это просто это скорее всего их пауки сожрали. Ну да. Просто перья. Там мусор, да, у нас еще. Ладно, приступим разбирать. Да. Проволоку надо все взять туда. Да, начнем, кстати, вот с этой. Вот тут еще и перчаток, оказывается, столько у меня. Балаган весь в дырках. Это искры попадали, получается. Вот один из минусов. То, что хоть и мы поставили печь, даже когда, получается, мы кострачили здесь, делали костер, разводили прямо тут, искры все равно летели и попадали на тент, прожигая его. И с печкой то же самое. То есть все равно искрогасителя у нас не было. Искры вылетали и на тент попадали. Это один из минусов этой конструкции. Ну, самый такой большой минус. Самый большой минус, да, то что тент жалко еще. Да. Стрейч-пленка. Стрейч-пленка нам по факту здесь вообще не пригодилась. Как это, кармашки? Ну, единственный вот минус от стрейч-пленки, что она провисла вот так вот, да. А плюс это кармашки. То есть ты приходишь и складываешь в эти карманы вещи. Но еще раз повторю, что стрейч-пленка лишняя трата денег. Мы здесь сделали простой пленкой. Ну, это все по ходу дела еще будем объяснять. Друзья, в принципе, в этом сооружении можно ходить в полный рост, но мы повесили здесь вешалки, чтобы сушить одежду. Вот, собственно, еще одно преимущество, это сушить одежду на нем можно. Дождь, когда шел дождь, на нас он, в принципе, не попадал, но попадал на печку.
Иногда попадал. Но очень мало. И как бы было нормально. Ну, прям тут в ливень иногда Ну да, бывали. да, Бывало ливень. такое, что ливни были. Но не снимали тогда. Вот. Потихоньку разбираем. Начинаем разбирать. Снимаем все Убрали веревки. только веревки. Да, и будем далее продвигаться. Тенты снимем. Пленку аккуратно попробуем снять. И стрейч пленку. Стрейч пленку можно не аккуратно снимать. Не знал уже будет. Вы с нами? Вход очень маленький. Тут даже резать ничего не надо, да? Да. Давай туда. Давай, может, сложим? Тогда да. Вот он потихоньку лысеет. Приобретает первозданный вид. Пленку осталось снять и стрейч пленку под низом этой пленки. В общем, из стрейч пленки можете не делать, можно просто купить такую пленку. На самом деле. Нам с ней получилось дороже, и без нее было бы гораздо проще. Вот идеальный вход в балаган. Да. Просто в полный рост. Пленку уже почти сняли, все, верхний слой, осталась стрейч пленка. Вот еще один из минусов, смотрите, сколько жуков в этой стрейч пленке. Они прям туда залетают, запутываются и там погибают. Ну, в принципе, нам это особо не мешало, но по ночам бывало так, что жужжали они. Вот. А сейчас уже все. Сейчас это уже никуда не уйдет. Фактически за все время простоявшего здесь балагана к нам приходила только лиса. Вход был закрытый, она вот здесь дыру сделала. И вот здесь. Пришлось эти дыры закрывать. Ну, в принципе, это было несложно сделать, но факт в том, что она приходила. Вот такие дела бывали в этом балаганчике. Сейчас все. Все это пойдет на мусорку. Вся стрейч пленка.
У нас еще в стрейч пленке, получается, остались вещи, которые мы не унесли в избу. Сейчас их тоже посмотрим. Что найдем на полу. Тут по-любому много всего можно на полу найти. Посмотрим обязательно. Будет интересно, я думаю. Нам самим уже даже интересно, что можем здесь найти. Много всего. Ага. Шалашик остался. Прикольно, так прикольно стало. Как будто только начало, но без мужиков. Как будто мы сюда в первый раз пришли. Ни хера у нас не получилось и ушли. Пока так. Пока так. Сейчас будем жерди снимать. Построение этот балаган. Ну мы его строили где-то, Сзади мы его ну, построили. часа 4, наверное. Втроем мы это делали. В принципе, справились быстро и понятно. Вот это уже, в принципе, никуда на второй заход никуда не подойдет. Ее уже только на свалку. Она вся дырявая и вся ледяная. Поэтому ее только на свалку. Вот. Даже на том бывало. От лежаков очень хорошие и сухие дрова останутся. И мы их, в общем, туда с собой привезем. Вот такое количество материала от нее осталось. Это мы все, скорее всего, заберем на дрова. Разобрали лежаки уже фактически. И это тоже все пойдет на дрова, скорее всего. И возможно вот эти вот доски, короче, горбылинки пойдут на штапики для закрытия фронтонов. Такие дела. Вон там уже накопилось на том лежаке, что мы здесь, получается, забыли, оставили. И забираем это сейчас. Ну все, от балагана осталась одна груда дерева. Больше нет балагана. Это мы сейчас все в лес затащим, припрем к ели какой-нибудь.
И в скором времени, когда возьмем с собой волокуши, когда будет немного больше снега, перетаскаем эти дрова. Все? Был балаган, нет балаган. И вот еще сколько вещей тут осталось. Цепь пустая. Перчатки, перекись застывшая. Это от комаров, москитол. Фляга, проволока. Резаки, 2 ножа. Ну и в принципе все. Ну и вот так вот. Все, нет больше балагана. Мы сейчас все вещи унесем. Я думаю, пообедаем и начнем закрывать фронтоны. Друзья, всем добрый вечер. У нас уже стемнело. Разобрали мы сегодня балаган, закрыли фронтоны. Там, возможно, пару кадров будет. Делали меньше кадров, потому что уже темнело. Развели баркас, кабанчик горит. Приготовили покушать, приготовили супчик. Очень давно не готовили супы. И, собственно, вот здесь такой у нас стол. Тот стол мы убрали пока. Это лежак тут. Все-таки это будет лежак, да. Не будем ничего трансформировать, просто будет лежак. Еще поставим один стол вот в той стороне, чтобы, допустим, на ночь, если вот кто-то приехал, на ночь это все убирать, все вот ложки, тарелки, еду, в общем, убирать на другой стол. Этот стол будет выноситься или закидываться под лежак. И сюда будет ставиться еще одна лежанка, а может и две. Ну, то есть посмотрим там, насколько у нас воображения хватит и как ее сделать. Вот, аккумулятор. Было много комментариев, что за аккумулятор. Самый дешевый курский аккумулятор. 12 вольт, 9 ампер часов. В общем, вот, я думаю, будет видно его. Горит уже второй день, то есть мы здесь со вчера, где-то с вечера. Он фактически не погасался, но горит, в общем, долго уже. И, в принципе, светит нормально, но все видно в избе. Заготовили дровишек, да, что еще, прибрались тут немного, по местам все распихали туда-сюда. Вот, привыкаем, так сказать. Окошка здесь не хватает, понятное дело. Насчет окна было очень много комментариев. В скором времени, друзья, в скором времени, буквально моргнуть не успеете, окно уже будет. Ну как, найдем окно. Да. Сейчас измерим более-менее, что и к чему. И если что Надо уже. небольшое какое-нибудь. Ну, так вот. Да. Всю вот эту, всю Да. высотой так где-то с 2 бревна, 1,5. У нас 2. Пока найти не можем. Еще было очень много соображений по поводу печки, что вот она без заслонки, в общем. Друзья, это в первый раз просто первая топка подкладывается, чтобы в печке появились угли, побольше углей. Лист железа сюда положили, как вы могли уже заметить. Это мусор. Опа. Вот. Лист железа это под всю печку, под печкой там у нас камни, а здесь, когда печь горячая, и чтобы не горело очень сильно, да, а чтобы шаяло так немного. Вот так вот, раз заслоночку, да, на микро. Вот видите, небольшая щелочка. Тут у нас супчик
Супчик из яиц, мясо куриное, картошка, лук. Все сопутствующее, так скажем. Кайф. Друзья, очень много было комментариев по поводу этих ножей, по поводу этого ножика. Давайте мы сейчас поужинаем и расскажем, что к чему, да, Михалыч? Да? Откуда, как и что. В принципе, вообще за глаза такого столика хватает. Чуть пошире есть. Ну, Степа здесь будет, я тебе говорю, для Степы этот стол будет очень маленький. Почему? Ну, потому что он любит там всякие приколюшки свои разложить там. Там же стол сделаем еще. Вазер попробуем 2 стола сделать. Давай. Ну вот, в общем, ребят, всем приятного аппетита. У нас тут супчик с майонезом, с мясом. Ну, короче, все объяснял уже. Да. Завтра будем делать столы. 2 стола, вон Мишань говорит, попробуем сделать. Друзья! Мы ж купили штилевскую цепь. Спасибо вам за это. Вот она. Новая. Завтра поставим. Так вот. Так вот. Ну что, пришло время рассказать про этот нож. Нож от компании «Просто нож». В руке сидит удобно. Писали мы многим организациям насчет ножей. Никто так и нам не отправил ножи. Вот компания «Просто нож». Нам отправили 2 ножа. Нож тут сталь кованая Х12 МФ. Рукоять из карельской березы. Мне нравится вот текстура на самой рукояти. Но здесь не так сильно её видно. Вот здесь вот побольше видно. В общем, нравятся мне ножи вот эти вот. Вообще классно. Так. В общем, спрашивали уже в прошлом ролике, как ножи называются. Вот сейчас делаем такой типа обзора, мини-обзор. Ножны из кожи. Ножны тоже хорошие. В общем, я доволен. Ты доволен, Сань? Доволен, конечно, как слон. Вот. И ссылка будет в описании под роликом, там и WhatsApp поставим. Лучше пишите на WhatsApp, там быстрее ответят. И все подскажут вам и расскажут. Сразу, то есть связь напрямую с Да, продавцом, да. с В общем, организацией. вот так вот. Спасибо большое компании «Просто нож». Мне вообще нравится. Друзья, всем доброе утро. Проснулись. Давненько уже проснулись. Готовим завтрак. Тут у нас сосиски, курица, кетчуп, масло. Будем готовить гречку. Короче, ушли мы от той идеи, что превращать вот этот лежак в стол. Стол будет у нас разборный, ну то есть будет выноситься на ночь. Стола будет всего 2 в избе. Один будет на... Сейчас покажу. Один, собственно, будет, ну, вот там вот, где сейчас стоит стол, и один будет здесь. С этой стороны, с левого угла будет раковина, а это будет конкретный лежак. Конкретный лежак для того, чтобы, ну, спать, соответственно. Он просто будет, получается, сниматься на день, подвешиваться, возможно, к стенке. Слева, справа, без разницы. Вот, такие дела. Фронтоны вчера закрыли. Закрыли тентами. Это тенты от балагана. С обеих сторон закрыли. Плотником получилось. И я не знаю, в чем причина, но сегодня было гораздо теплее. Гораздо теплее было спать. Вот с этой стороны что получилось.
Вот. Может то, что сегодня на улице не так холодно, а может реально это помогло. Ну, вот эти вот тенты. Ну и еще плюс, да, опилки на потолок насыпали. Вот. И сегодня, собственно, хотим сделать стол. Такой хороший стол, массивный, из толстого дерева. Ну, в принципе, все покажем. Там есть одно деревце неподалеку. Пойдемте, друзья, со мной немного прогуляемся, пока Мишаня кошеварит. Снежок у нас небольшой идет. Снега уже просто по щиколотке намело. Чуть позже покажу. Да и вообще хотелось рассказать немного анонсы, так скажем, следующих видео. Что к чему, что и как будет. Так, в следующем видео, друзья, скорее всего, с нами уже пойдет Степа. Степа, привет. Давай, приезжай. Люди ждут. Люди просят, вспоминают. Да сам знаешь, комментарии читаешь. Так, что еще? В этом видео будет небольшой влог. У нас там посылочка с Ингушетии пришла. Мага, привет. Распакуем сегодня. 20 килограмм посылка была. Посмотрим, что пришло. Давно уже хотели ее распаковать, но все. Ну, короче, думали, что лучше сделаем это на видео. Вот. Такие дела. Распакуем посылку, посмотрим, что там пришло. Так что вот, друзья, в самом конце этого видео будет небольшой влог. Так что не переключайтесь, смотрите до конца. А я пока что нашел бревно. Нашел бревно, сушину. Ну как нашел? Она уже давно найдена была. Просто фактически она не использовалась. О! Сейчас покажу ее. Вот она. Она в этом году упала, но она была уже сушняк. Из сухостоя. Вот из нее хотим. Ну, в общем, ее напилить на доски. И сделать стол. Такие дела. Снег. Лес уже очень снежный. Ходить все труднее и труднее. Так, ну что, я думаю, приступим. Приступим. Надо сегодня это сделать. Иначе будет плохо, если мы не сделаем их сегодня. Что-то она такая сучкастая. Прям вообще огромные сучки. Или все-таки что-нибудь другое посмотреть? Не знаю. Как ее потом отсюда вытаскивать? Сюда на гору надо будет поднимать. А туда фиг скатишь. Там везде мешается все.
хрен его знает, блин, брать ее, не брать. Это она какая-то чересчур. Чересчур сучкастая. Вот там то бревно, которое я хотел пилить. Не стал его пилить, потому что очень сучкастое. И тут нашлись у нас летние резервы. 2 бревна рядышком лежат. Как раз то, что нам нужно. По 1,20 м. Сейчас их до избы докатим и их распилим. Да, вообще хорошие, идеальные, я скажу. Вообще, Прямые, толстые. И как раз, я думаю, для стола хватит. вес видно. Стой, сучок. До конца нам посмотрим. Ну, относительно нормально. Друзья, значит, купили мы цепь штилевскую, но нам дали не ту, либо просто она не подошла. Это для штиля МС 180. На эту стрелу она мелковатая. И что хочу сказать по поводу чемпионовских цепей. Скажу, что это херня полнейшая. Извините за выражение. Что она очень быстро тупится. И как будто, знаете, когда пилишь, ощущение такое, что она как будто стружку, как это, ломает, что ли. То есть не пилит, а ломает. Вот, поэтому не рекомендую, очень не рекомендую брать такую цепь. Вот. А это мы сходим. Завтра же я схожу, наверное, или с Михалычем вот сходим. Ну, либо Михалыч будет монтировать, а я схожу и поменяю эту цепь на другую. То есть на более побольше. Вот такие дела. Ну вот буквально за час ее не стало. 2 хороших горбыля и 3 хороших доски. Ну,
Доски пилить гораздо сложнее, чем горбыль. Гораздо дольше, сложнее и неприятнее. А он так вот закрывается. Доски мы давно не пилили. Немного даже уже навык был потерян. Именно вот доски. Не горбыль, а доски. Чтобы прям вот доски делали. Да, вот это поставим, да? Наверное. Это так тоже нормально же. О, это широко получается уже. Ну нет, как раз 80. Ну, чуть больше, блин. Нормальный стол. Вот это мы пополам сделать и туда вниз прибить. Да, давай. Сейчас я ее обтешу. Качу оставим, что? В следующий раз уже, друзья, возьмем с собой рубанок. Все конкретно подровняем. Очень много кто писал про рубанок. Что вам с собой рубанок не взять? Возьмем. Все. Возьмем рубанок и никаких отговорок, так скажем. Да, если нам не дадут. Нужен Ну. ровный стол. Ровный, хороший стол. Маленький-то могу взять такой вот. Но Ну, больше и не надо. бати есть побольше. Можно 2 взять. Если он 2 даст, возьму 2. Маленький и побольше. Давай. И такое бывает. Ну что, друзья, пока что мы с вами не прощаемся. Избу мы сегодня покидаем, идем до дому. Завтра распаковываем посылку. Все это в реальном времени. Давайте перенесемся ко мне в огород. Пам. Ну что, друзья, для вас прошли буквально секунды, для нас целые сутки. И это будет новая рубрика «Подарки от подписчиков». Пришла, значит, нам посылка из Ингушетии. 20 килограмм, вот целые волокуши. И просто вот это все вот нам прислал подписчик. Мага, привет. Сейчас посмотрим, как и что здесь происходит. Мы уже эту посылку распаковывали. Ну, собственно, распаковывали только коробку, посмотрели, что там лежит. А основной мешок просто вот так вот туда заглянули мельком и все. Собственно, не распаковывали. Хотели сделать это вместе с вами. Давайте посмотрим, что там внутри лежит. И я думаю, начнем мы вот с этой коробки. Опа. Здесь кружки железные, да? Для избы вообще самое то будет. Их здесь 6 штук. Опа. Это удлинитель. Ну, он тоже, я думаю, в будущем пригодится. А это, собственно, для этого удлинителя, скорее всего, этот прожектор, отражатель. Ну, как люстр, типа. Отражатель, я думаю. Да, вон здесь есть эти болты, все целое, все на месте. Провод такой добротный, огромный. Огонь. Огонь. Так. Еще здесь граненые стаканы. Раз, два, три, четыре. 4 штуки. Отлично. Огонек. И вроде с этой посылкой все. С этой коробкой. Эти уже сейчас увезем, да? Наверное? Да, эти стаканы мы увезем, чтобы уже были там. Обязательно увезем. Так, это все запакуем. Давайте обратно, чтобы приступить к основной посылке. То есть к большому. Вот эта вот посылка, она весит около, ну я думаю, около 15 килограмм. И все вместе вот это вот весило около 20 килограмм. Ну и давайте посмотрим, что лежит в мешке. Опа! Тяжеленная штука, я вам скажу. Насколько я знаю, насколько мы знаем, тут мангал и шампура. Давайте посмотрим. Как это все достать-то сейчас? Вот, собственно. Опа.
Тарелочки еще тут. Еще тарелочки, да. Алюминиевые вроде. А, ну давай уже Ралька. полностью доставай. Давай. Давай, я тут подержу тебя. Давай. Тяжелый. Там больше не знаю, убираем. Шампура оригинальные. С Ингушетии. Мангал тоже с Ингушетии. Отлично. Там несколько тарелок. Да. 6, что ли, вроде он говорил. Тоже здесь. Ох ты. Глянь, а? Глянь, какие мощные тарелочки-то. 3 Ну да, Такие 6, вот. 6 штук. алюминиевые тарелочки. Огонь, огонь. 6 штук. Это все унесется в избу, но со временем. Обязательно. Так, шампура. Шампура довольно-таки большие. Да не довольно-таки, они огромные, я тебе скажу. Ну вот. Ну да. Такие Напополам шампура. разрезать, так можно и на шампура насадить. Мне кажется, 2 шампуров нам хватит просто, чтобы шашлык зажарить, блин, для нас. Да. А их тут сколько? 3, 6, 9, 10 штук их здесь. Огромные шампура. Но я вам скажу то, что таких шампуров я еще, как бы, возможно, даже не держал в руках. Огонь, огонь, огонь. Давай-то шампура пока в эту волокуши закинем. Давай. Шампура пока тоже в сторону. Ну, Посмотрели. Килограмма 2, наверное. Увесистые, огромные. И вот это сборно-разборный мангал. Что, будем разрезать? Давайте посмотрим, что там внутри лежит. Да, соберем. Взяли шашлыка сегодня немного. Ну, покупного сами не мариновали. Сделаем шашлычок. Как же без этого-то? Посылка пришла. Обмоем, так сказать. Обмоем посылку, да. Ух ты. Железка тут просто миллиметра 2, наверное, 3. Так, Еще вот здесь. О, прикольно такой. Да. Прикольно. С надписями. С какими-то узорами. Сейчас соберем и посмотрим. Прикинь, железку резал ножом. На ему похер, походу. Да. О, такие еще пружины, да? Тут еще вот надпись. Обработка, конечно, грубая. Вот здесь, я так понимаю, горы. Да. Горы Ингушетии. Держи-ка тут. Это все обожжется, я думаю. Да не, лучше убрать. Брать. Кавказ. Да, как раз. А тут Ингушетия написано. Ну, сейчас все разберем, все покажем. Как и что к чему. Самим интересно, в принципе, это все узнать. Подгончик-то вообще классный. Да. Давно уже интересно. Да, лежит он уже у нас около 2-3 недель, и все никак не было времени его показать, распаковать. И вот сегодня все-таки решили это сделать.
Надо распаковать, показать. Ну да, он стоит. Ингушетия. Ну и вот он, мы его разобрали, избавились от скотча частично. Но это прогорит, я думаю, все. Вот здесь, собственно, надпись Ингушетия. Попробуем его в деле, сейчас будем собирать. И посмотрим, что это будет. Ну и вот, друзья, такой мангальчик опупенный. Берем. А, давай вот это. Кавказ. И здесь горы Кавказа, судя по всему. Пойдем. Ага. О, какая красота. Осталось попробовать его только в деле. Забыл я угли купить, Дрововик. но есть дрова, будем дровами разводить, делать угли дровами. Нормально, в принципе, нормально. Вот, уже пошел процесс. О, так можно. Угу. Все, ждем. Потихоньку растапливается, дровишки горят, угли будут, я думаю, готовы уже совсем скоро. Сделаем шашлычок под коньячок. Ну, коньячка мы не взяли, конечно, а может и взяли. Вот, такие дела. Вот здесь нам сейчас объяснили, вот это как стена Кремля. И получается вот здесь, на эти... так это получается с обеих сторон, то есть и снизу, и сверху можно ложить. Да-да. Даже регулируется, получается, высота шампуров на мангале. И ложить можно и так, и сяк. Она будет хорошо там держаться. А вот в основном проблемы в мангалах какая? То, что ты пытаешься покрутить шампур, а он у тебя смещается на то же место, на котором был. То есть не с обеих сторон жарится мясо. Ну вот, немного углей есть. Там второй костер. С той стороны будем разводить, чтобы вторую курицу туда насадить. Курица обычная, тушка. Хотя все.
шашлычка немного. Все, насаживаем курочку на шампура. Одни уже поставили. Угли есть. Можно и поесть, так скажем, да? Мое любимое. Это убери-ка. Первая партия шашлыка готова. Шашлык курица. Все, больше курицу не будем никогда покупать. Потому что курица это не мясо. Ну вот, друзья, собственно, такой вот подарочек с Ингушетии нам пришел. С Кавказа, с Южного Кавказа, скорее всего. Мага, тебе огромный привет и большое спасибо за подарок, за то, что вообще поддерживаешь нас финансово, причем постоянно уже на протяжении, можно сказать, полугода. Я думаю, в дальнейшем мы с тобой продолжим дружить, общаться. Ну и, друзья, собственно, вам всем желаю счастья, здоровья, не болейте. До новых встреч, друзья!